Если на свете над всей поднебесной, кто бы мог восстать против меня и сразиться со мной, царь или зверь, если бы я был на облаках, а в земле было бы кольцо, я бы повернул всю землю и весь свет. Театр родился из ритуалов. Спектакль изначально был важным обрядом, а не развлечением. Его участники не были актерами, они проживали все события представления как свои собственные. Со временем относиться к театру стали проще, но есть еще театры, для которых спектакль – это ритуал. Что твоя сила и слава? Как приду, так и пойду. А актеры на сцене совершают важный обряд. Лучше быть рыбой, тварью, червем, чем человеком. Например, так происходит в театре простодушных. И все, что есть от тебя твоего, будь все проклято! Вместо привычных нам актеров здесь работают люди с синдромом Дауна. Для них каждое выступление – это борьба со страхом и волнением. А еще это их миссия – попытка вписаться в доминирующую культуру и избавиться от ярлыка изгоев, которые им зачастую навязывают. В театре говорят, что их цель – общество без лишних людей. Поэтому любое выступление здесь – личная схватка для каждого. Вообще история возникновения названия очень любопытная. На спектакле «Дюймовочка» был журналистка, если даже правильнее сказать, которая написала статью, что вот такой театр необычный, вот вроде что-то начинается, синдром Дауна, драматическое искусство, очень интересно. Там в заголовке было написано «Театр простодушных». Она вообще не была ответственна за название, какой-то редактор просто так озаглавил. И до сих пор мы не знаем, кого благодарить. Это человек ноунейм, который придумал полностью это название, которое идеально описывает всю историю театра, собственно говоря. Глубже проникнуть в жизнь театра простодушных мне помог его самый молодой актер Иван. Сейчас репетируем «Парень живота со смертью». Я там оруженосец и святой подвижник. Господин! 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 Вот почему все ребята с синдромом Дауна, они настолько, на самом деле, разные. Потому что они типажные. И у каждого есть своя роль, и у каждого есть типаж. Его можно ввести, немножко подкорректировать. Отче наши, ямы! Отче наши, ямы! Громче. Ямы! Вот так, давай еще раз. Отче наши, ямы! Громче. Давай, ты справишься. Руки наши, грабли! Что очи завидят, то руки заграбят! Ну, я не помню, как я узнала про театр, но про театр я знала очень давно, когда Ваня рос, и он всегда задавал мне вопрос: мама, когда я закончу школу, куда я дальше пойду? Я говорю: не переживай, Ваня, закончишь школу и пойдешь в театр простодушных. Откуда ты вышла? Никто не может подсобить мне! У Ивана как раз образ, у него очень сильно получается вот эта вот эмоция обеспокоенности. Он очень вот такой вот, у него вот это придыхание. Он, в принципе, очень эрудированный и очень с большим чувством юмора, я бы сказал, молодой человек. Он очень любит пошутить. Он это делает с легкостью, он там постоянно что-то говорит. Он может играть роль, а в конце сказать какую-нибудь шуточку, всех рассмешить. И Иван действительно имеет большие задатки как актер. Роль подвижника, да, такого святого, которого искушают бесы, который вот спектакль по Ремезову, который мы сейчас ставим, это роль в достаточной степени
драматическое, конечно же, показывает его вот с такой очень глубокой стороны. Но я знаю, что Иван может и быть другим. И в будущем я вижу Ивана в постановках и современных, и веселых. Что ты хотел? Ну, чтобы там Боже мой не говорил. Да, сейчас мы проведем, но с Боже мой надо очень четко. Ладно, все, Ты, конечно... Да ладно тебе, шучу. Так, серьезно, давай серьезно, все. Для ребят вообще выступление в театре простодушных — это очень важная часть их жизни. Ребята не просто выпускают свои эмоции, они чувствуют себя важными и нужными на сцене. Для них аплодисменты, для них цветы в зрительном зале — это что-то. Для них это просто максимум. То есть для них они настолько бессеребренники, и как дети наивны, но не глупые. Потому что многие считают, что дети глупые, но дети не глупые. Дети наблюдательные, дети все запоминают. От того, что ты внесешь в детстве, это останется навсегда. И то, что в них вкладывается и сейчас, и вкладывалось раньше, это очень их формирует. И в дальнейшем помогает им раскрываться. У кого-то улучшилась речь после проникновения, введения в театр простодушных. У кого-то улучшилась хореография, вообще, в принципе, пластичность, у кого-то память. И для ребят все же, да, вот эта история, когда ты репетируешь, они все живут в этой репетиции. А почему у нас не было репетиции? А почему? То есть они расстраиваются, они хотят общаться, взаимодействовать. Репетиция, спектакль, цветы, аплодисменты, какая-то благодарность, пойти в кафе «Мороженое» или что-то-нибудь такое, да, рассказать об этом друзьям, родителям, всем на свете. Все это счастье, которое для них просто наивысшее. Кромешный вокруг нет мне места. Ваня в школе во всех праздниках участвовал, на всех елках, там каких-то еще мероприятиях, стихи читал. Любит песни петь. Вот если у него что-то кто-то спросит: Ваня, какая твоя любимая группа, он назовет свою любимую группу и обязательно попросит, чтобы вы послушали его песню. У вас было такое? Было такое. Бежите вы, например, с утра в парке и вдруг вспоминаете: я же гель для душа не купил. Или собираете чемодан в путешествие и понимаете, что забыли про наушники. Для таких ситуаций есть Яндекс.Маркет. В приложении можно найти нужный товар, сравнить цены, почитать отзывы, оплатить и заказать доставку в пункт выдачи или сразу домой. При этом не нужно ждать курьера весь день, можно выбрать опцию «Доставка по клику» в удобное время. Заказ приедет на ближайший к вам склад, а оттуда вы можете вызвать курьера, когда вам удобно, и он привезет заказ. Сейчас при первом заказе в приложении Яндекс.Маркет на сумму от 5000 рублей можно получить 1000 баллов плюса. Их можно будет потратить в том же маркете, на такси и в других сервисах Яндекса. Скачать приложение можно по ссылке в описании ролика. Театр простодушных — организация некоммерческая, пока даже не официальная. Живет театр на пожертвования, а репетирует и выступает там, куда пустят. Театр существует и даже завел какую-то свою, вывел какую-то вот эту вот формулу, да, театральную, да, свою личную, узнаваемую, когда ты просто говоришь про театр простодушных, и кто-то говорит: а, да, я что-то слышал. Но, создав такую форму, не имея вообще никаких юридических полномочий, и до сих пор, собственно. И я сейчас из тех людей, кто это пытается сейчас сделать, потому что, естественно, это не все так просто. Но, конечно, то, что было в начале 2000-х, это одна история. То, к чему мы пришли сейчас, это история, которая, времена изменились. И отношение к людям, и с инклюзивным людям, инклюзивным театром, она тоже поменялась во многом. Но в первую очередь в мире, что важнее. Потому что в России с этим все еще сложно. Мы хотим иметь свое помещение, естественно. Мы ищем спонсоров, мы ищем ребят, которые нам предоставляют, вот спеццентр, который нам предоставляет помещение для репетиций. У нас есть библиотека искусств, которая с нами сотрудничает очень много лет. 3 квадратных метра, очень грубо говоря. Но, естественно, эта история не про репетиции
Мы очень благодарны, потому что они единственные, кто столько лет, да, нам очень помогал. Театр ДОК, естественно, тоже. Но с театром ДОК история закончилась. Репетиции проходили где только угодно, но только не на театральной сцене. Ну, то есть у нас были, естественно, репетиции на театральной сцене, как предваряющую нашу постановку. То есть нам театры позволяли там репетировать генеральные прогоны, там 1-2. Но в основном мы репетировали в таких помещениях, как какие-то там выставочные залы, библиотеки. Помещения, которые не приспособлены, да, потому что у нас нет юридического лица, у нас нет какой-то официальной вот такой вот истории, которая, возможно, многих как раз и отталкивала. Но раньше с этим было легче. Раньше мог кто угодно позвонить и сказать: приезжайте хоть завтра, репетировать неделю. Хоть каждый день. Сейчас все серьезно и официально. И сейчас просто так не приедешь и не сделаешь. Поэтому по дружбе, может, какой-то по вниманию со стороны, вот мы получаем предложение, которое даже без юридического лица мы можем в настоящий момент реализовать. Хоть ты в роли нечистого играешь, да? Все нормально. Постоянного финансирования у театра простодушных сейчас нет, к сожалению. Моя большая работа, которая вот сейчас идет к своему такому логическому завершению одной части, входит во вторую, что называется создание юридического лица. Я делаю для этого все. Я нашел юристов, которые мне помогают, с которыми мы поделаем большую работу, и тоже на это надо тратить и средства, и время. Я уверен, что до осени у нас точно будет юридическое лицо, потому что, опять же, я этим занимаюсь практически один, и это все не очень легко. После создания юридического лица в наших социальных сетях мы вывесим обязательно свой кошелек и сделаем большую кампанию. И меня познакомили с продюсерами Планеты.ру. У нас есть предварительные договоренности о создании большой страницы на тему театра простодушных. Сейчас самое главное для театра простодушных — это внимание со стороны людей, любой пиар, любая история, публикации в социальных сетях, статьи, внимание, да, которое повлечет какого-то человека, который будет к нам расположен. Да. Я хочу обратиться ко многим людям, которые имеют какое-либо отношение к театру. Костюмы, декорации, все, что угодно нам нужно, потому что все своими силами. Вы не представляете, что там мамы, ребят делают даже своими руками. Да? Из пластикового ведра мы сегодня сделали деревянное. Вот, и я смотрю на это и думаю, ну что, класс, просто потому что есть такая история. Этот с удовольствием голову подставляет. Ему хоть что один. Ему Иди все покажись. нравится. Ну ты что, поиграешь пока в этом парике? Придется. Даже и не помню, где Вот я вот не знаю, вот бы мне был Давным-давно. какой-нибудь шлем. По-моему, ее надо называться. Театру простодушных уже больше 20 лет. В 2000 году его основал актер и режиссер Игорь Неупокоев. 20 лет театр держался на стараниях Неупокоева. Он находил помещение и даже устраивал выступления в Париже. Осенью 2020 года Неупокоев скончался, но его миссия осталась. Игорь Анатольевич Неупокоев был необычным человеком. И история возникновения театра, да, собственно, она берет начало от совершенно случайного события. Дело в том, что в 99 году, если не ошибаюсь, Игорь Анатольевич отдыхал в санатории и вместе со своей подругой, и они увидели там ребят с синдромом Дауна, которые, ну, грубо говоря, просто скучали, ничего не делали. После того, как познакомился с ребятами, с их родителями с синдромом Дауна, да, вот с отдыхающими, у него пришла в голову идея сделать с ними просто любительскую постановку. Он решает с ними поставить дюймовочку. Где и как это было, я не знаю, история умалчивает. Но после того, как они поставили дюймовочку, был какой-то просто фурор, потому что люди не ожидали. Родители тоже. Игорь видел большую надежду в этих ребятах. Просто показать, что такие ребята могут действительно играть, могут дать, мягко говоря, фору многим профессиональным театральным актерам, потому что у них совершенно нет никакой вот этой, как бы сказать, человеческой злобной и плохой отрицательной стороны. Люди с синдромом Дауна, они вообще не такие. Это люди, в которых отсутствует зло вообще какое-либо. Если кто-то из них может, ну, что-то придумать, может где-то соврать, нафантазировать, это вот та, можно сказать, детская наивность, которая присутствует вот во всех нас до определенного возраста.
В настоящий момент это уже перерастает в какую-то большую историю интеграционную, когда не просто происходит социальная адаптация людей с синдромом Дауна в пространство. Многие уже сейчас есть проекты. Посмотрите, вот есть ребята с синдромом Дауна, вот мы снимаем их в рекламе, вот мы с ними снимаем кого-то там в каких-то таких публичных социальных историях. Но драматических историй в нашей стране очень мало. И если посмотреть на всю историю, да, кто ребят с синдромом Дауна играл в кино, особенно если это говорить про Россию, ну, там будет 90% это наши ребята. Сейчас театр простодушных — это прекрасный способ социализации для людей с синдромом Дауна. Причем попасть туда несложно, достаточно желания. И наша история, она как раз именно о том, что у нас совершенно нет никакого отбора к актерам с синдромом Дауна, к людям с синдромом Дауна. Ты приходишь, и мы для тебя находим роль, если у тебя есть желание. В этой истории появилась церковь, наверное, с самого начала, только лишь потому, что ну, вернее, не только лишь потому, а один из основных толчков, да, продвижения этой истории, Игорь Анатольевич Неупокоев, наш художественный руководитель, да, он учился в Авгике, он на актерском, а митрополит в настоящее время Псковской епархии, отец Тихон Шевкунов, они учились вместе в Авгике. Этот на режиссуре, наш Игорь на актерском. И они дружили, общались, были товарищами. И спустя много лет, и Игорь, когда сделал уже театр, когда все пошло-поехало, там, 2000-м, там, ближе ко второй половине нулевых, Сретенский монастырь стал играть очень важную роль во всем этом, потому что отцу Тихону это очень нравилось. И он как бы занимался Сретенский монастырь занимался какой-то популяризацией, потому что очень много людей, не обязательно религиозных, но друзей монастыря и так далее, были во все это вовлечены, участвовали, видели, да, распространяли эти знания по театрам и так далее. Приходили какие-то актеры, да, которые, предположим, вот актриса, которая там верующий человек, да, была на спектакль актриса Екатерина Васильева, да, которая принесла всем ребятам белые розы и раздала. Очень интересная история была. После школы Ваня пошел в колледж. У нас в Королеве открыт, там есть специализированная группа, он был озеленителем. Вот, и в это же время мы начали посещать храм. И как бы там познакомились с отцом Дмитрием, с настоятелем этого храма, в который ходили. У него есть друг-фотограф Максим. Вот, и отец Дмитрий позвал меня и говорит, что Максим делает выставку «Необычный ребенок плюс мама». Вам нужно посниматься. Он вас поснимает, чтобы ваши фотографии тоже были на этой выставке. Я отказывалась. Я говорю, нет, я не буду. Ну, зачем нам это нужно? Но он сказал, что нет, Лена, это ваше послушание. Пожалуйста, познакомьтесь, созвонитесь с Максимом и договоритесь о встрече. Ну вот, и когда у нас закончилась эта фотосессия, Максим одевался в коридоре, Ваня его провожал, ну и с ним о чем-то болтали. Ну и Максим спрашивает у него: Ваня, а какая у тебя мечта? Он говорит: а я хочу в театр простодушных попасть. А Максим говорит: Вань, а ты знаешь, говорит, как раз в понедельник туда еду, поехали со мной. Нас там Максим познакомил с Игорем Анатольевичем. Игорь Анатольевич посмотрел Ваню и взял его в труппу. Очень радуется тому, что у него появилось много друзей. Вот все ребята, которые в театре простодушных. И то, что мы ездим в Москву, очень часто ездим. Ну, как бы, в принципе, не то, что в Москву, но Ваня знает, да, допустим, на какой станции ему нужно выйти, в метро, на репетицию. Он может запросто, кто едет с ним первый раз, он может сам сопроводить вот до места назначения. Мы попали в театр простодушных, когда труппа готовилась вернуть в репертуар свой старый спектакль. Его ставят по пьесе Алексея Ремезова с длинным названием, которое в театре сократили до «Прение живота со смертью». Это мистерия о жизни и смерти, впервые поставленная на сцене еще в 1907 году. В основе пьесы лежит спор жизни и смерти, а также попытки бесов искусить праведника. Такой сложный материал и обычному актеру сыграть было не так-то просто, не говоря уже о людях с особенностями. История даже с этим спектаклем для Ивана, она тоже достаточно личная. Ваня, из верующей семьи, ему, в принципе, история с нечистой силой, он очень близко это воспринимает к сердцу. Ощущение, что все может быть очень реально,
Вот это, конечно, то, чего тоже стоит опасаться, потому что он может очень сильно запереживать и, кстати, из-за этого именно и разволноваться. И, предположим, вот там конечная фраза должна быть, где он выходит и говорит: Смерть, где твое жало? Где твоя победа? такая искупительная последняя история, которую он говорит, которая завершает. И для него, в принципе, эта история, вот она его успокаивает. Он проговаривает голосом персонажа, что ну и где это все? Все, оно ушло, и ему легче сразу. Моменты, когда бесы его вот это, и он так играет, вот так вот смотрит по сторонам, да, вот эти руки, которые тянутся к нему и говорят: вернись, ты был наш, и он так близко это воспринимает, и ему так может очень переживательно. Я помню, он мне как-то подошел ко мне и говорит: Дим, скажи, а тебе не страшно вот самому? Я говорю: а что страшно-то, я же знаю, что это не настоящее. Он говорит: ну а вдруг настоящее? Меня так это поразило вообще, что вот в какой-то момент вдруг оно может быть и настоящим в его вот этой, да, системе, видении мира, так скажем. И вот это вот очень интересно. Однако Иван трудностей не боится. Новая роль, вот у меня пир во время чумы, и мне выпала роль священника. Там очень много надо учить, я все заучивал. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю. Конечно, тяжело, конечно, но я справляюсь с этим. Я плохая, наверное, мать. Я ничего с ним не учу. Я постоянно на работе, а он дома, он живет с бабушкой, с дедушкой. Ну, как бы, и вот я с ним созваниваюсь, допустим, если я не могу в этот день приехать, созваниваюсь ему, и он мне обязательно хвастается, говорит: мама, я выучил там уже текст. Вот когда я приезжаю, он мне читает, рассказывает. Пугаться я, конечно, не люблю, но главное, чтобы зрители поняли, о чем вот спектакль идет. Вот когда я выступил, например, и цветы дарили, ну это хорошо, но это меня не пугает, конечно, понимаете меня. Публика, если много людей, конечно, страшновато, но я борюсь с этим, чтобы не волноваться. В самый решающий момент перед премьерой волнение может пробрать даже самых опытных актеров. Я считаю, что в Иване есть вот такое очень четкое ощущение, что он может не справиться. Внутренний мандраж, который присутствует лишь, вернее, только в нем, его очень сильно выделяет от остальных ребят. Да? Его сомнения в том, что а правильно ли я сказал, а правильно ли я так, как нужно, так, как говоришь ты, так, как говорил Игорь Анатольевич, наш режиссер, да, вот у него вот это вот очень большое сомнение. Вроде бы ты приходишь к этому логическому завершению, вы прорепетировали, все хорошо, и потом он приходит на это самое, уже вот сейчас спектакль, все дела, он приходит, и он по-другому делает. И я думаю, вот мы же прорепетировали, а у него вот это вот чувство, внутренний страх, который он не показывает, он есть в нем определенно, это чувствуется по его глазам, по его какому-то, да, общему виду, что вот он включается в этот режим переживания, и он много раз переспрашивает и говорит: это точно так, как нужно или нет? Слышал ли ты когда-нибудь про смерть? Господин! 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 Поклонились ему! И поклонились! Горяча утроба моя, и лучше быть куском глины, камнем, деревом, чем человеком! Хряпает, успеет! Змей победит! Змей победит! Да! Воссияет свет! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
2, 3.